Здесь опасно. Здесь очень опасно. Минимальная заработная плата 3400. В скорой помощи люди умирают, потому что до них не дошла очередь. Считаю, что медицина здесь не очень хороший уровень. И тебе могут воткнуть нож в спину, самое, от кого ты никогда не ожидал. Стоит вообще здесь жить или только посетить и уехать быстро? Ну, на мой взгляд, посетить и уехать. Сейчас Гватемала научилась делать свой шоколад, и неплохой, очень приличный. Здесь нет друзей, здесь не бывает друзей. Никакой у меня пенсии нет. То есть я живу за свой счет. Россия намного дешевле, намного удобнее во многих вещах. Я живу и наслаждаюсь жизнью. Всем привет, это Гватемала, и мы встретились с Татьяной. Сегодня она расскажет, чем она здесь занимается. Поехали. Ищете новые впечатления и готовы отправиться в захватывающее путешествие по странам Латинской Америки? Я лично посетил эти страны, побывал в самых известных и малоизвестных местах, включая те, куда не каждый решится отправиться. Гулял под ним и днем, и ночью. Теперь готов приложить только уникальные туры, которые подарят вам незабываемые эмоции и откроют скрытые уголки Латинской Америки. Наши услуги включают авторские индивидуальные туры, экстремальные туры по неизведанным местам, медицинские туры для реабилитации, премиум путешествия на высшем уровне и туры недвижимости по Латинской Америке. Почему стоит обратиться именно к нам? Первое. Наши профессиональные гиды, владеющие несколькими языками и обладающие глубокими знаниями о местных достопримечательностях, сделают ваше путешествие незабываемым. Живя в этих странах, они знают их лучше, чем местные жители. 2. Мы обеспечиваем трансфер из аэропорта и встречу на личном автомобиле для вашего комфорта. 3. Мы предоставляем экстренную медицинскую помощь по всему региону. 4. Организуем путешествия под ключ. Берем на себя все организационные моменты, бронирование отелей, транспорта, экскурсий, страховки и других дополнительных услуг. 5. Предлагаем уникальные скидки и тарифы на отели, которые недоступны обычным туристам. По желанию организуем частный вертолет или катер для роскошного отдыха на Карибском побережье. Пусть ваше путешествие станет незабываемым. Откройте новые грани мира с нами. Татьяна, расскажи, пожалуйста, как ты здесь оказалась? В 1999 году Гватемала решила улучшить свой спорт и пригласить тренеров из России. Пригласили 10 тренеров по различным видам спорта по линии Олимпийского комитета. То условие было, что все тренеры должны быть сборной страны, из сборной. То есть приехали 10 тренеров разных видов спорта, все члены сборной страны, это тренеры, которые работали на сборной. А как вас привлекли, чем мотивировали? Они просто предложили. Это 99-й год. Это было очень тяжело еще. Это еще когда... Еще Путин не вступил? Путин еще не вступил. Вот. И был бандитизм, и была сложная обстановка. Мы работали, иногда не получали зарплату, то есть работали так, как футуристы, да, бесплатно. Вот. Ну и когда мне вначале предложили вроде бы в Швейцарию, но в Швейцарии получилось, билеты не отдали, федерация не отдала билеты, вот, поэтому лучше даже не говорить об этом, да. В Швейцарии недалеко. Да. А потом вот Гватемала начала эту программу, приехали сюда 10 тренеров, они искали тренера, который работает с брасом, потому что у них был спортсмен, вот этот Альваро Фортуни, который на этот момент был лучший и мог сделать марку для Олимпиады, потому что есть нормативы для участия в Олимпиаде. И мне предложили, я сказала, да, проблемы в семье были. Это я решила, что почему нет, сын вырос, почему нет. И приехала вот сюда.
Вначале мне не очень понравилось, потом привыкла, потом, когда он сделал марку на панамериканских играх, занял 4 место. Я приехала, подправила ему немножко технику, потому что времени особенно не было. Я приехала в мае, соревнования отборочные были в сентябре. То есть большую работу сделать невозможно. Ну, поменяла немножко технику, и он сделал марку на Олимпиаду. И с этого момента мы начали с ним работать, он мне начал доверять. Вначале все строилось без доверия. Страна – это мачизма. Здесь очень много мачизма. Женщин всегда принижают. Женщин принижают? Принижают. То есть здесь патриархат? Здесь мачизм, да. Здесь мачизм. Здесь воспитывают даже детей в стиле, в семье воспитание идет мачистское. Вот. То есть мама может решить любой вопрос, но она говорит: пойди спроси у папы. Вот. И это всегда, везде, и мальчики всегда чувствуют превосходство перед девочками. Конечно, все это немножко сглаживается сейчас уже, вот, но все равно это чувствуется везде. И также отношение к женщинам, они очень амабли, амабли это приятные, да, приятные, там разговаривают с тобой, все здорово, но в душе они знают, что ты женщина, и ты должна быть ниже мужчины. То есть нет матриархата? Нет. Здесь это очень сложная проблема, и многие женщины страдают от этого, честно. А чем они страдают? Они страдают от того, что их принижают, они не могут зарабатывать столько же, сколько мужчины. Вот, то есть... Если у тебя свое там дело, ты, может быть, там как-то это... Но если ты где-то работаешь, тебя везде всегда будут принижать. То есть на высокие должности тоже не ставят? Ну, пробиваются. Но, в общем-то, это проблема. Я так думаю, что не только в Гватемале, а вообще Америка Латинская. По крайней мере, я видела это и в Мексике, и в Сальвадоре, в Гондурасе. Я это не заметил. Особенно в Панаме и в Коста-Рике я этого не заметил. Там наоборот. В Коста-Рике может быть не так. Коста-Рика в свое время очень много училось людей в России. Очень много. И в Панаме тоже. И Панама тоже. Вот. Гватемала тоже были студенты в университете Дружбы народов. Но не такое количество, как в Коста-Рике. Коста-Рика, там очень много было русских. В России учились. Поэтому, может быть, как-то немножко... Ясно, что не так это все открыто, как раньше было, но это есть. Окей, вернемся в прошлое. Да. То есть вы готовили к Олимпиаде. К Олимпиаде какой? В Сиднее, это в 2000 году. Потом следующая Олимпиада была 2004 в Греции. Здесь еще один спортсмен появился, который тоже сделал марку. Вот. Но в Грецию я не поехала уже. Поехали только спортсмены. Меня не отправили. То есть готовить их вы готовили, но не поехали? Да, но не поехала. Но у нас тоже это в России практикуется, что... Нету денег, ехать? Нет, просто в сборную едут, например, едут ведущие тренеры, например, турецкий. Турецкий работает со спортсменами других тренеров, так? И он едет на Олимпиаду, а мы смотрим по телевизору. Какие места удалось занять? Не очень высокие, 28-е. Это в Сиднее? В Сиднее, ага. По-моему, 34-е было в этом Греции. А вот второй мальчишка молодой был, 19 лет, он 53-й, но у него дистанция была 50 кроль. Эта дистанция очень сложная. И с ростом с этим сложно. А как тяжело было вообще по приезду адаптироваться? Какой преподаватель? Вы испанский знаете? Нет, я приехала, я немножко английский говорила на английском, но нам дали переводчик. Переводчица была
как бы наша русская из Москвы, но она жила в Мексике, потому что Гватемала до 95-го года была закрыта для русских. Ни одного русского не было здесь, в Гватемале. А почему? Ну, отношения были не очень хорошие, так скажем. Вот, они боялись, что Россия привезет сюда социализм, коммунизм и все прочее. Поэтому русских здесь не было. И в 95-м открыли, вот эта переводчица, она была замужем за гватемальцем, жила в Мексике, и она приехала сюда, в Гватемалу. И когда Олимпийский комитет пригласил 10 тренеров, ее пригласили как переводчицу. Ну, надо было, конечно, быстро осваивать язык, однозначно, чтобы если работать. То есть я вначале как бы английский с испанским, но через месяц я уже начала давать тренировки сама. Вот. Claro, ясно, что когда, например, на соревнованиях надо со спортсменом разговаривать и что-то еще, там нужен переводчик более... Поддерживать, поднять дух. Да. Вот. То есть я ездила на соревнования с переводчиком. И иногда на тренировки она приходила. Но по себе спортсмены, вообще нация, на мой взгляд, это очень ленивая нация. Но, может быть, это и хорошо, что они не упираются, как бы у них свое, так скажем, понятие об отдыхе. Я вот видела одну, как это интервьюиста, да. Из Никарагуа, да, когда она говорила, что да, они вот, у них своя форма. И здесь тоже, например, если это обед, то никто не ответит. Вы будете звонить, срочно, пересрочно, никто не ответит. Пожар, скорая, все, никто ничего не ответит. Вот. То есть, если он должен закончить 5 часов, 5 часов он уйдет. Ни одной минуты он не просидит больше. Это вот в отличие от нас, потому что мы работаем на результат. То есть у меня вот есть, например, ну, как это сказать, тренеры, ассистенты, да, вот. Это, на наш взгляд, это урокодатели. Да. То есть вот дал урок и ушел. Вот. А спорт – это дело такое серьезное, там урокодатели ничего не достигают. То есть надо работать гораздо больше, гораздо продуктивнее, искать форму, где-то там больше общения. Вот. И это очень сложно. И как удается вот их готовить, потому что они же со своим менталитетом, а вы со своим. Да, но надо, к этому я должна была подстроиться, научиться управлять, но это сложно. Обижаются, наверное, да? Обижаются, и, конечно. И говорят, что я их... Два раза меня здесь уже как бы это за то, что я слишком прессингую, наказывали, так скажем. Вот, и то же самое было. И японцы приезжали сюда, и у них совсем другая система подготовки. Японцы очень жестко ведут тренировки, они детей строят, там нельзя лишнее слово сказать, иногда даже бьют. Вот, и это все позволяется. Когда они приехали сюда, у них были проблемы, потому что они повышали голос, потому что они мне иногда досочкой по голове. Вот, то есть такие проблемы здесь есть. Вы рассматриваете возможность переезда в страны Латинской Америки и не знаете, какую из них выбрать? Наш канал создан специально для вас. Мы предлагаем актуальную информацию о переездах и жизни за границей, а также полезные советы от русскоговорящих жителей разных стран. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них или зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Ваша помощь позволяет нам продолжать путешествовать и делиться актуальной информацией о жизни за границей. Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами.
И на сегодняшний день вы имеете вообще резидентство или у вас гражданство? Нет, у меня резиденция. Потому что гражданство здесь очень сложно. Надо либо выйти замуж, либо отказаться от российского паспорта. То есть выбор, да? Да. То есть нельзя двойное гражданство можно, если ты замужем. А если ты не замужем, если ты не замужем, ты должен паспорт отдать паспорт. И иметь только одно гражданство. Только одно. Но не знаю, как это так получилось, но... Как-то разделение странное произошло. Замужем можно, так нельзя. Да. То есть замужем можно получить и оставить 2 паспорта. Это у вас от спорта постоянно резидентство продлевает, да? Но мне не продлевают, мне сделали резиденцию. Когда я приехала, мне все сделали. Олимпийский комитет абсолютно все сделал. То есть все бумаги, разрешения, дипломы подтвердили, все сделали. Хорошая была. По тем временам была очень хорошая ставка, очень хорошая зарплата. Они оплачивали квартиру. А сейчас уже я сама по себе. То есть я 16 лет проработала в Олимпийском, потом ушла из Олимпийского. Ушла, потому что поставили, они хотели уже иностранцев всех отправить домой. Там, когда мы приехали, 10 нас тренеров, были еще тренеры из других стран. Были, например, из Кореи, были китайцы, из Румынии были тренеры. Но в этот момент, это в 2015 году, они начали от россиян, не от россиян, а вообще от иностранцев освобождаться. Россияне все уехали, последний уехал, наверное, в 2011 или в 2012 году. И я здесь осталась одна. Все уехали? Все уехали. Причем 10 пригласили, потом еще 5 или 6 еще приглашали по другим видам спорта. Спорт поднялся, конечно, сравнивать, как я приехала, и сейчас есть прогресс. То есть за счет иностранных тренеров спорт поднялся. Но сейчас они уже решили, что надо своих тренеров там продвигать и все прочее. И создали условия для иностранцев не очень удобные. Да, чтобы они сами отвалились. То есть индиректа, как это называется у них, диспедирование индиректа. А раньше они были в приоритете, да, иностранные тренера? Да, в приоритете были, потому что, например, зарплата наша была гораздо выше, чем у гватемальцев, чем у кубинцев. Кубинцев тоже было много, но кубинцам не давали высокую зарплату. Но мы европейцы, и Азия, у нас была неплохие зарплаты, скажем. И на сегодняшний день в Олимпийском комитете нет иностранных тренеров. Как считаете? Есть, но очень мало. Причем не в самом Олимпийском, а есть в ассоциации. Например, здесь федерации заправляют Олимпийский комитет и ЦДАГ, комитет по управлению спортом. Так же, как у нас Российский комитет и Олимпийский комитет. Здесь тоже ЦДАГ и Олимпийский комитет. Это 2 организации, которые стоят наверху. Но здесь система, законы спорта немножко неправильные. Я знаю, что пытались поменять, но очень сложно. А что все это? Например, федерации выбирают президента Олимпийского комитета и ЦДАГ. То есть комитет олимпийский и комитет по спорту зависят от федерации. То есть несколько федераций собираются и выбирают? Все федерации собираются и выбирают. То есть они зависят от этого. У нас назначают. Это же честные выборы, по факту выборов нет? Нет. Это чаще всего происходит, что... И точно так же, например, президента федерации выбирают ассоциации департамент. Да, департамент. Да. И здесь часто коррупция.
То есть, чтобы тебя выбрали, они покупают. Окей, но считаете, что система неправильная, но если в России назначают, и туда могут назначить вообще стороннего человека? Нет, назначают специалиста. Не всегда. Здесь, в основном. Вот. Но это, по крайней мере, штат Олимпийского комитета и Российского комитета, они там работают только специалисты. Здесь нет. Здесь может прийти человек с улицы, который абсолютно не знает спорта. Вот. И часто очень федерации не дают работать, развиваться спорту. Олимпийскому, комитету. Да, и олимпийскому. То есть там система очень сложная. И, конечно, я так считаю, что это очень, как это слово сказать, отрицательное действие дает развитию. Но вот на сегодняшний день ваше мнение, то, что иностранных тренеров осталось мало, и раньше было больше, спорт провалился или также остался? Как сказать, он не провалится так сразу же. Вот. Есть какие-то спорт немножко просел, просели, вот. Какие-то немножко поднялись. В общем-то, в любом случае развитие всегда есть. Развитие всегда идет развитие. Прогресс, его не остановить. Даже если есть много негативного влияния, процесс развития все равно идет. Как здесь вообще история с медициной? Наверняка были и травмы в спорте и так далее. Как работает медицина? Медицина здесь страховочная, да? То есть надо покупать страховку, платить, и ты будешь иметь возможность, что тебя увезут, тебя спасут, и все. Есть бесплатные национальные госпиталя. Вот. То есть там работают хорошие специалисты. Но, например, если у вас случилась ургенция, как это необходимость, экстренная помощь, вас привезут, и может быть так, что вы неделю будете лежать, и вас не дает еще очередь, потому что очень много людей, вот, и иногда в эмергенции, как это эмергенция на русском-то? Скорая помощь. В скорой помощи люди умирают, потому что до них не дошла очередь. Вот. Есть, конечно, система X. X у них здесь есть. Это страховочная, когда люди работают на в государственной системе, у них отсчитывают месячно, ежемесячно они оплачивают. Да. И это немножко получше, чем госпиталь национальный. То есть там специалисты везде одни и те же работают. То есть один хороший доктор, он работает здесь, и здесь, и здесь, и еще свой личный кабинет имеет. То есть доктора есть хорошие, есть плохие, как и везде. Но X – это очень хорошие, это люди, которые проработали довольно долгое время в системе, государственной системе, где шло отчисление, страховочное отчисление. Они потом получают пенсию, этот X дает пенсию и дает медицинское обслуживание, которое бесплатное, бесплатное, потому что ты отчисляешь. Но не каждый может попасть. Например, у меня нет X, я не могу туда обратиться. А спортсменов вообще? У спортсменов есть, скажем так, кто занимается спортом, родители все это в частном порядке решают. То есть например, это самостоятельно? Все самостоятельно. Комитет не помогает? Нет. Для высшего мастерства, да, есть помощь. Есть клиника Олимпийского комитета, и есть клиника для спортсменов в комитете по спорту. Для международников есть специальная спортивная клиника. Спортивная клиника для международников, и есть для высокого уровня, но не так, что там новичков. Новички все за свой счет.
Вот, то есть есть линии, по которым, например, линия 3, линия 2, линия 1. То есть линия 1 – это, значит, спортсмены, которые на высшем уровне. Да? Линия 2 – это которые спортсмены близко к высшему уровню. И линия 3 – это все остальные. То есть линия 3 не имеет никаких преимуществ. Линия 2 то еще может получить помощь в клинике не российской, спортивной медицины. Да, в клинике комитета по спорту. Так. Вот. А линия 3 имеет клинику в Олимпийском комитете. И эта клиника неплохая, потому что там есть восстановительные мероприятия, есть все специалисты, типа наших диспансеров. Да, но специалисты вот в этих клиниках, они тоже качают? Тут работают, там работают? Да, конечно. Врачи работают в нескольких местах. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверитесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании Росмедицина, согласно вашей страховой программы. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в Росмедицина и ничего не доплачивать. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи. Третье. Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверитесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Когда вот пандемия началась в 2020-м, я в феврале ездила в Перу на соревнования. И там поехала в Куско и пошла в горы. И в горах у меня выскочила нога, то есть сломала ногу. И я оттуда приехала. Во-первых, в Перу меня, конечно, там, чтобы вставить мне ногу, мне $3000 сняли с карточки. То есть... Страховки не было у вас? Не было страховки. У меня была страховка на соревнованиях, а я после соревнований на 2 дня задержалась поехать в Куско на Мачу-Пичу и все прочее. И, то есть, я приехала сюда в гипсе. Они мне только вправили ногу, ничего не делали, но сказали, что надо делать операцию. То есть меня там выскочило полностью. Когда я приехала сюда, потому что у меня есть родители, которые работают в системе бесплатной медицины, здесь есть 2 госпиталя, один Рузвельт и один Сан-Хуан-де-Диос. 2 госпиталя национальных, где бесплатно принимают всех. Если вы на улице попали в аварию, вас привезут в один из этих госпиталей. Но будет очередь. Но будет очередь. Но я, естественно, позвонила родителю, который у меня работает в этом госпитале, и говорю: слушай, сломала ногу, мне нужно это. Он говорит: приезжай завтра утром. Утром я приехала, в 12 мне уже сделали операцию. Бесплатно? Бесплатно. И сделали очень хорошо, то есть специалисты... Но это по знакомству, скажем. Это называется по знакомству. А если ты приедешь, я видела людей, которые там стоят, сотни этих колясок, которые люди сидят и ждут, когда их примут. То есть и меня положили в хорошую палату. То есть есть хорошие палаты и есть палаты, например, я была в этом госпитале Сан-Хуан-де-Диос, там 100 человек палата.
100 человек лежат, и все там, все вперемешку, и все стонут, и все там ужасно. Какие здесь зарплаты и пенсии? Да, но пенсии зависят только, пенсии дают только те, кто работает в системе государственной. Ну, вы получаете пенсию, нет? Нет, я не получаю. Я когда уволилась из Олимпийского комитета, мне дали ликвидацию, ликвидацию на Дамас. Потому как это ликвидация, как это за выработанные годы, да? Так да, скажем. Накопительная пенсия вам сразу выдали. Мне выдали ее и все. Никакой у меня пенсии нет. То есть я живу за свой счет, полностью себя обслуживаю. Если я хочу... У меня, например, нету страховки, но у меня есть страховка, например, скорой помощи, да? То есть они меня увезут, я только позвоню, меня увезут куда надо. Вот. Естественно, у меня есть небольшой приоритет, что я работаю с большим количеством детей, людей, и есть много врачей, которые мне, в принципе, помогают. Много знакомых. Да. Вот, то есть это одна, как это винтага, как это... Ну, то есть это приоритет, который у меня есть. Привилегия. Да, привилегия, которую я имею. Но нормально люди должны платить страховку. Страховка довольно дорогая. Например, страховка стоит на семью где-то около 2000 этих кицалей в месяц. Если семья из 3 человек. В хорошем госпитале. То есть, если ты скажешь, нет, я хочу подешевле, для одного человека могут найти там 400-300 кицалей. Это где-то, сколько это в месяц получается? Это где-то $50-60. Но это в страховку входит скорая помощь? Но страховка, некоторые страховки есть скорая помощь. А некоторые не имеют. А быстро вообще скорая помощь приезжает здесь? Ну, быстро. У меня здесь недавно был случай, когда мне приехал один работник работать, делать там какие-то дела, хозяйственные работы. И у него случился типа эпилепсии, что ли, что-то это. И я вызвала, мне 3 минуты. 3 минуты приехала скорая. Бесплатно? Бесплатно, потому что я плачу. И она обслуживает всех, кто есть в моем доме. А если, допустим, не вашу ситуацию берем, турист, вот он звонит в скорую, ему приедет бесплатно скорая и через сколько? Бомберсы нормально звонят в бомберсы, то есть бесплатная. Ну да, служат в бассейне. Да. А если вы звоните, например, Алерта Медика, вам придется заплатить. Это частно уже. Это частное, да. Вот. Ну, например, я работала в Олимпийском комитете, Олимпийский комитет оплачивал страховку 98%. То есть я, например, у меня был акцидент, авария, я перевернулась на машине. Вот. Меня сразу же увезли в больницу, так? Из больницы переправили сюда, в столицу, в хорошем госпитале. Я лежала неделю и оплатили все. 2%, что там совсем маленько я оплатила. Вот. То есть Олимпийский комитет полностью все берет на себя. Вот такие. И в основном организации, когда приглашают специалистов, они оплачивают и страховку, и зарплату, страховку. Все это включено. Стоматология входит вообще в страховку? Стоматология нет. Нет. Стоматология должен ты сам идти, искать, платить. Не входит. Говорят, что есть какие-то, где-то входит в какие-то... программы. Да. Но дело в том, что это надо знать, какой ты... В основном страховками занимаются эти банки. Банковская система. У них свои там вот эти агенции. Да, вот и они там... На сегодняшний день чем занимаетесь, где работаете? Ну, вот сейчас я работаю в плавательном центре. Плавательный центр. То есть у меня акватик-центр называется. Это сеть бассейнов,
которую сделал вот мой ученик, для которого меня пригласили сюда. То есть вы его обучили? Я его, да, я с ним его тренировала, все, но я еще работала в Олимпийском, он меня уговаривал уйти из Олимпийского и начать готовить команду, чтобы центр был полноценный. Не только академия обучения, но и высшее мастерство. Это называется высшее мастерство, так скажем, соревновательный спорт. Соревновательный спорт. Вот. Но я как-то вот все не решалась, когда вот там создали условия, и я, значит, ушла. Но я начала работать сразу в университете, Ландивар, здесь есть такой университет, 8 лет я там работала, и в этот момент начала формировать команду. Но это не так, что вот я пришла сегодня, и у меня команда готова. Нет, я должна одного за одним готовить, искать, тренировать. То есть это процесс был долгий. Вот я 10 лет занимаюсь формированием этой команды. И да, команда сейчас уже одна из лучших команд в Гватемале. Вот, и так, как бы это сказать, это мое дело, мое собственно. То есть сколько у меня, в зависимости, чем больше у меня спортсменов, тем больше у меня зарплата. И все таким образом. А зарплаты здесь вообще среднестатистические какие? Минимальная заработная плата 3400. 3400, да, по-моему, 3900 сейчас сделали, но что-то там какие-то с вычислениями, 3400, 3500, так скажем. 3500 – это $400. Хватает вообще людям на проживание? Очень бедно. Страна очень дорогая. Очень. Я сравниваю, когда езжу в Россию, смотрю цены, сравниваю, это в 5 раз дороже. Хотя сервис совершенно другой. Да. Вот я так считаю, что Россия намного дешевле, намного удобнее во многих вещах. Если сравнивать по ценам, когда последний раз в России были? Ну вот я в октябре 23-го. То есть вот даже по октябрьским 23-м ценам там дешевле? Там намного дешевле. Все, начиная с бензина и продукты. Вот. То есть некоторые продукты в 2 раза, некоторые в 3, некоторые в 5. Вот. Одежда почти так же. Почти так же. Ну, может быть, там чуть-чуть разница. Но намного больше выбор. Мне больше нравится там, потому что здесь как бы американская, проамериканская. И она довольно такая неэлегантная одежда. Элегантная только там есть в некоторых местах, но в основном такая простая. А сами вы родом откуда получаетесь? Из Омска. Из Омска. То есть семья у вас здесь или семья в Омске? Ну, у меня семья в Омске. У меня в Омске сын. Он у меня женат. 2 внучки у меня. И сестра тоже живет в Омске. Ну, вот со своей семьей. Они приезжали сюда. То есть я привозила всю семью, включительно и мою сестру тоже, да, вот, чтобы они отдохнули здесь 4-5 месяцев. Мой сын 3 раза приезжал. Понравилось им здесь? Когда он приехал первый раз, он еще не женатый был. И я ему сказала, ну, хочешь, оставайся здесь. Он закончил 2 института, то есть закончил так же, как я, физкультурный, потом экономический. А он говорит, ай, нет, мама, так опасно. Я пахару, как это, я ночная птица, говорит. То есть здесь опасно? Здесь опасно. Здесь очень опасно. Ночью я здесь, когда он приезжал, здесь с друзьями где-то там они болтались, я переживала очень сильно. Вот, потому что, да, страна опасная. А с чем это связано? Потому что Кремен организованный. И Кремен организованный, он очень как бы поддерживается государством. То есть все куплено? Все куплено, да. И полиция, может быть, тоже куплена? И полиция тоже. Вот. Конечно, это, как бы сказать, не очень хорошо так бросать в глаза цвета, но это все это так. Так да. Что тогда вас здесь сегодня держит? Ну, работа и больше всего, конечно, климат.
Да, вот я же в Сибири, вот, понимаете, 8 месяцев холод, я очень мерзляка, поэтому мне очень тяжело давалась зима всегда. Вот. И я, конечно, я чувствую себя здесь намного лучше, как бы физически. Вот. Хотя я уже привыкла, адаптировалась, я уже знаю, куда можно пойти, где не надо появляться. То есть... Тянет в Россию? Конечно, скучают, семья же там. Вот. Я вот последний раз была, мне даже совсем не хотелось возвращаться. Вот. Но так как работа, куда денешься. А перед этим я была, вот, когда пандемия, и поехала туда на месяц, и еще месяц заболела. Я не заболела, но как бы у меня анализ ПЦР вышел положительный. Вот, пришлось 3 недели больше пробыть. Какие 3 минуса назовете в Гватемалу? Минусы... которые прям вам видны так и лежат в глаз? Ну, вот эта криминальная обстановка, это, конечно... Я, например, без машины никуда не выезжаю. Я не хожу по улице. Пешком не рекомендуете гулять? Нет. Вот, я видела много наших, российских, которые вышли из отеля только там пойти поесть, и их ограбили. И грабили, причем грабят с пистолетом и все прочее. То есть это с пистолетом и днем могут выйти? И днем могут. Вот, а меня вот здесь, около меня, вроде как эта зона, где я живу, это опасная зона, красная зона. А так какая зона номер? 3. 3. Да. Это зона опасная. Но эта часть, вот где я здесь живу, она спокойная. Здесь в основном живут адвокаты. Говорят, что они раньше защищали здесь этих наркотрафикантов. Район? Да. Ну, в общем-то, здесь распространено вот эти наркотики, продажа наркотиков вся проводится вот в этой 3 зоне. Вот. Зона опасная. Там есть такой район Гаито. Петушок, да? Гаито это петушок. Вот. Туда лучше не засовываться. И днем? Да, вот. Там стреляют, там... То есть стреляют и днем, и днем. Ну вот 2 дня назад девчонка по Вейсу, ее туда Вейс завез туда. Вот. Вышли там 3-4 мужчины, и говорит: останавливайся. Она испугалась, и они просто расстреляли машину вот так в этот. Слава богу, девчонка не пострадала, 23 года. Убежала. Но у нее был такой сильный стресс, что ее увезли в больницу, потому что она абсолютно не управлялась. То есть случайно заехала туда. И вот, то есть вот такая вот... То есть надо знать, куда идешь. И... Окей. Да, еще 2 минуса. Ну вот с медициной я тоже считаю, что медицина здесь не очень хороший уровень. Не то, что не хороший уровень, а надо очень, очень дорогая. То есть как это, так же, как в Америке. Один мой ученик живет в Америке, и он мне говорит, я говорю: ой, что-то я вот заболела, ногу сломала, а он мне говорит: вы что, в Америке болеть нельзя. Продашь квартиру, говорит, все, дом и квартиру, и все продашь. То есть, как они сами говорят, что вытащишь глаз за то, чтобы это... вылечиться. Поэтому здесь болеть нельзя. Здесь надо, конечно, вести здоровый образ жизни, как-то там подстраиваться. Но также не застрахован, что тебя где-нибудь не пришибут или еще что-нибудь. Не зарежут. Да. Но, в принципе, я привыкла на машине везде езжу. Я не боюсь так. Не боюсь. 3. Вот. Ну, 3, что мне не нравится, да. Ну, мне не очень нравятся люди. Люди не нравятся? Мне не нравятся. Почему? Что не так? Они, во-первых, не искренние. Здесь нет друзей. Здесь не бывает друзей. Вот. Приятели, да. Они друг между другом тоже не дружат? Тоже не дружат. Да, вот. То есть нация такая, как бы скажем, ну, не знаю, каждый сам по себе. Они только союзы делают ради каждого интереса? Да, для интереса. Так, в общем-то, приятельские отношения есть, но друзей здесь... Да, вот. То есть каждый тебя могут предать очень легко. И тебе могут
воткнуть нож в спину, самое, от кого ты никогда не ожидал. Если про друзей затронули вопрос, насколько здесь дружная русская комьюнити? Наверное, дружно, я не знаю, я почти не общаюсь. Мне просто нет времени. Работаю очень много, поэтому и плюс соревнования почти каждый конец недели есть соревнования. Вот, поэтому я уезжаю по департаментам туда-сюда. Вот, и, конечно, и в департаментах опасно. В некоторых департаментах немножко получше, а в некоторых лучше не высовываться. То есть ты приехал на соревнования, отсоревновался и приехал в отель и никуда не выходишь. Да, вот. Какие бы дали рекомендации людям, которые хотят в Гватемалу? Стоит вообще здесь жить или только посетить и уехать быстро? Ну, на мой взгляд, посетить и уехать. Это мое. Но если хотят, то здесь многие... Страна великолепная. Страна очень красивая, самобытная, с очень богатой историей. Вот, поэтому... Но ко всему можно приспособиться, так скажем. Вот. Также вот я 25 лет живу, да, я приспособилась, я знаю, что делать, как разговаривать. Вот. Я знаю, что, например, куда бы я ни пошла, меня всегда в 3-4 раза дороже берут с меня денег. Например, у меня машина сломалась, я впереди посылаю гватемальца, а потом уже иду сама. Вот, потому что все это... Ну, вы все равно знаете язык, или все равно просто вид белое и все? Да, конечно. Вот. Конечно, я не суюсь в гаито. Меня там сразу же гринго. Хотите узнать больше о моем движении, о том, с кем я встречаюсь или в какой стране нахожусь? Подписывайтесь и задавайте свои вопросы в нашем телеграм-канале Кажан17. И я постараюсь учесть их на следующей съемке подкаста. Буду рад видеть вас в наших каналах, ссылки на которые есть в описании. Жду ваших подписок и комментариев. Я один раз заехала на Меркато. Да, Меркато. Ага. И везла детей в машине. Я открыла дверь и заехала, и не знаю, есть там выход или нету. Я опустила окно и спрашиваю, там есть выход из этого, или тупиковая улица? Они как побежали все и кричат: «Гринго! Гринго! Гринго!» Дети в машине испугались, кричат: «Татьяна, закрывай окно быстрее!» Вот, поехали, поехали. А они бегут, прямо вот толпой бегут и кричат: «Гринго! Гринго!» Чтобы еще все услышали. Ага. То есть вот такие вот ситуации иногда случаются. Ну, наверное, не надо провоцировать и все. Вот еще одно, что мне не нравится. Почти нету зелени. Вот в городе нету парков. И есть пару парков, сделали не очень давно, но туда опасно ходить. То есть там люди бегают, и их останавливают. Если у тебя там что-то, наушники или что-то, у тебя заберут, дай бог, чтобы не прибили. Вот. То есть парки не функционируют так, как они должны быть. То есть безопасность здесь на очень низком уровне. А я вот вчера даже вечером ходил в 10-й зоне. Смотрю, и полицейские патрули там через расстояние там 100-150 стоят. Тут мигают. У меня тоже здесь стоят патруль все время. Они патрулируют. Они реально выполняют свою работу или так для мебели просто стоят? Иногда для мебели, иногда выполняют, наверное, не знаю. Вот я так как-то не сталкивалась с этим. Меня утром, рано здесь, рано утром... Но я сама спровоцировала. Я с дорогим телефоном вышла и разговариваю, открываю ворота, заезжаю и подскакивает. У ворот? Прямо у ворот здесь. Вытаскивает пистолет и говорит: «Давай сюда телефон». Ну что? Я ей дала, я начала драться. Да? Я драчу. Отбили? Нет, он меня оттолкнул и открыл машину и вытащил телефон и убежал. Я вылезла, выехала, сразу же поехала за ним, и он куда-то исчез. Да. Ну все, что сделаешь? Бывает такое. Вы здесь счастливы? Я везде счастлива. Я такой человек, что я живу и наслаждаюсь жизнью.
Так, поэтому я счастлива. Я не могу сказать, что я здесь страдаю, что я умираю по... Как это? Ностальгия у меня нет. Я каждый день разговариваю с семьей. Вот, планирую, конечно, приехать, там, внучки, там, все это. Вот. Но я не скажу, что я здесь умираю от ностальгии. Нет. Я очень много езжу, потому что по соревнованиям я Гватемалу знаю лучше даже, чем гватемальцы. Я очень много читала про Гватемалу, чтобы знать, что и как здесь. Я приехала уже сюда, в Гватемалу, подготовленная, очень подготовленная. Вот, я знала всю историю Гватемалы, все, что производится, все абсолютно. И здесь тоже прочитала очень много книг о Гватемале. Могу быть гидом в фазе легкая. Какие достопримечательности тогда рекомендуете посетить здесь? Но мне, например, очень нравится, я люблю Антигуа. Это для меня все это Мильпас-Альтос, Антигуа, вот эта вся ария мне очень нравится. Сан-Лукас. Я просто люблю. Мне очень нравится Шела. Мне очень нравится здесь вот Иртра. Это вот парк, как это он называется, парк для работников частного сектора импресс. Это в Гватемала-Сити? Нет, это 170 километров отсюда в сторону Реу. Там есть типа Диснейленда. Есть 5 парков, которые парки, и плюс большой-большой красивый отель. Отель такой люховский. То есть вот кто платит вот эту вот как бы взнос месячно, они имеют скидки на приехать туда с семьей. Условия просто великолепные. Просто чудные. Мне сказали, тут нет выбора, плати, не плати, тут автоматически со всех снимают. Нет. С государственных предприятий Да, автоматически. для чего? Для этих парков. Они как взнос это делают. Нет. Это если ты просишь, тебе делают мембресию, то есть как бы членство, да, и ты платишь месячное, получается где-то 280-300, что-то так было. Вот. То есть твоя импресса, то есть твоя контора, где ты работаешь, она тебе может платить. То есть ты говоришь, мне нужно вот сделать Иртру, и будешь платить. Вот. Но, в принципе, не так часто ездят. То есть в парке можно приехать, остановиться в отеле в любом и пойти в парке. Вход в парк 100 кецалей стоит. Ну, по-моему, сколько-то там этих аттракционов включено. Парки очень красивые. То же самое, что Диснейленд. Вот, где вот были красиво. Если не были, советую. Прямо это. Вот, очень хороший, я так думаю, что это самый лучший в Центре Америки аквапарк. Вот. И плюс типа Диснейленда, там часть Парижа, часть Голландия, там красиво все очень. Можешь приехать, сняться и сказать, я в Италии. Алло, я в Италии. Вот. В Гватемале армия вообще есть? В Гватемале есть армия. Есть. Когда я приехала сюда первый раз, был день военной армии, да? Как это? Армейский. И вот шла парад. Я когда увидела, все в разной одежде, все вообще, вот первый год я приехала, думала, господи, это что же за военные? Сейчас военные хорошо одетые, хорошо оплачиваются. То есть многие школу заканчивают и идут в военные школы, университеты. У них есть академия военная и есть школа военная. То есть как бы 2 уровня подготовки. Вот. И живут они, военные, лучше, чем люди так, которые... Поэтому, наверное, там отбор такой жесткий. Отбор довольно жесткий, но они готовятся, чтобы поступить, потому что это на жизнь хорошее подспорье. Вот. Сейчас хорошо они одеты, все у них
хорошие альберги, то есть эти, где они живут, как это? Казармы. Казармы, да. Вот. В центре города вот эта политехническая школа и военная школа, вот они все там, этот квартал весь занимают. Что экспортирует Гватемала? Гватемала экспортирует бананы. Бананы, некоторые фрукты-то тоже. Я так думаю, что сахар и бананы – это два самых основных у них. Кофе. Это вот что максимальное. Но есть у них еще там они какие-то мелкие такие, какао. Причем какао, они выращивают какао. И раньше у них не было шоколада. Да, вот мы возили все из России, возили сюда шоколад, и они все умирали по шоколаду. Сейчас Гватемала научилась делать свой шоколад, и неплохой, очень приличный. Вот. И какао тоже они на экспорт отправляют. Отправляют орехи макадамия. Фрукты, из фруктов манго идет на экспорт. Я так думаю, наверное, вот в Штаты больше всего. Но это манго со стороны Карибов, наверное, растет, да? Манго растет где-то вот в Рео, да, нет, Пасифику, но Коста, да, то есть побережье. Там в основном манго. Ну, есть, да, вот больше на Тихом. На Карибском манго нет. На Карибском есть бананы, и вот есть гуанава. Но гуанава не такие большие количества, но они их экспортируют тоже. Да, вот. Что, может, нефть немножко они посылают. Золото. Золото раньше, да, здесь была мина, которая арабы. Но, похоже, эту мину тоже закрыли. По крайней мере, у меня такие. Да, вот. Также вот у них есть никель, причем никель очень хорошего качества, хорошая руда, потому что здесь есть немцы, немецкая, это вот где сейчас наши, это была раньше канадская компания, но потом не наши купили, а купил Израиль. То есть наш русский в Израиле, из Израиля. Русские израильтяне. Израильтянин, ага. Он как бы хозяин, наверное, 10 или 15 мин по всему миру. Вот. Он живет, по-моему, в Лондоне. В общем, там все это. Но специалисты работают украинские и российские. Вот. Поэтому, когда вот началась эта СВО, да, было проблемы между ними, там стычки. Но вроде как потом прекратилось все это. Но я, насколько я знаю, что там работают пока люди. И работают, и живут вместе. Потому что я знаю, знаю многих там и украинцев, и... А как правительство Гватемалы относится к русским после СВО, как сказали? Правительство, они как? Никак? Они вообще-то были не на нашей стороне. Они были но информация была ужасная. Информация была столько вранья, столько негативизма, что мне иногда прямо больно было. Вот. Когда это был, кто же был президент, когда началось, он уехал в Украину, поехал. Ну, вот, я думаю... Но здесь вот в Америке в основном вот Гватемала, по-моему, Колумбия была, и Штаты, и Канада. Все остальные поддерживали россиян. Вот 2 страны, 3 страны. А на сегодняшний день как Гватемала относится? А сейчас как бы немножко это... Нейтрально вообще? Нейтрально. Да, немножко нейтрально. А вот когда президент перед этим был, вот он ездил к Зеленскому на поклон. Вот. Но я на себе не ощущала ничего.
То есть не было какого-то например, мой ученик мне говорил: ай, нет, Татьяна, так не должно быть. Как это можно там страну завоевывать, которую это... Я говорю, ты не знаешь ситуацию, ты не знаешь, что там... люди в Донбассе, в Луганске, они как бы страдали, там же убили очень большое количество людей, дети исчезали, все равно надо было искать как бы мирным путем. Я говорю, просто не было уже сил, поэтому начали. Но при этом он меня никогда, как бы сказать, не презирал, что я русская. Родители, никто не... Все реагировали нормально. Ну, идет война. Ну, вот. И сейчас продолжает. А сейчас уже очень много информации, наоборот, не негативная, а которая в поддержку России. Поэтому они меня иногда посылают и говорят: смотри, Татьяна, ты смотри, что происходит. То есть вот так. Я не почувствовала большой какой-то слишком сильного вот такого негативного отношения. Нет, не было. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте их в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем опросы подписчиков в новых подкастах с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.